Желанный кодек aptX есть не у всех беспроводных наушников, и сегодня я не буду вам рассказывать, что он не особо важен, тем более, что это не совсем так. Почти 200 обзоров на беспроводные наушники уже на канале, 30 из которых имеют кодек aptX. И нет, в топе не будет Syllable S101 от того, что у них отдельная специфика, и Pamus Lite не будет тоже, потому что все их модели, по моим тестам, хорошо играли только с айфонами. Плюс их космический размер большинству пользователей просто не подходит. И даже не будет мифа, так как за эту цену можно купить наушники лучше. Скажем так, топ будет моим. По моему мнению, это лучшие наушники с кодеком aptX в своих ценовых категориях. И все эти ушки я по тем или иным причинам считаю достойными вашего внимания. Tube 647, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю выгружаю лично. В описании условия розыгрышей 12 девайсов, 5 Mi Band 5 серии разыгрываю за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Розыгрыш 30 числа каждого месяца. Подробная информация в описании. В этот раз будет даже робот-пылесос с 2 телефонами и минимум 5 пар новых наушников. Подписывайтесь с лайком, пишите, что еще купить для обзора в комменты, а теперь кратко о 10 парах беспроводных наушников с поддержкой кодека aptX. 10 место. Больше 10 тысяч проданных экземпляров только у одного продавца. 4,7 звезды на Алиэкспрессе. На борту управление громкостью, пакинг для Трансморта стандартный, синий, белый, оранжевый. Форм-фактор затычки. Кодек aptX, бокс пластик, зарядка бокса от Type-C, наушники по 3,9 грамма, глянцевые, крышка не люфтит, кейс заряжается 2 часа, зарядка бокса определяется только по диоду, цвет только черный, уши по размеру к средним или малым ушам, управление сенсорное, функции стандартные, вызов голосового помощника, перелистывание треков, сброс и ответ на звонок, плюс возможно увеличение и уменьшение громкости прямо с сенсоров наушников. Можно сбросить настройки к заводским, подключение быстрое, по одному наушники работают. Чип Bluetooth от Qualcomm версии 5.0. Через 2 стены наушники ловят. Автономность всего 4 часа на 100% громкости. Кейса на 3 перезарядки наушников хватает. Амбушюры нужно менять сразу. Защита от влаги IPX5. В шапке наушники не торчат. Диоды в наушниках во время работы не мигают. Задержка в YouTube и играх незаметна. Микрофоны не супер, но рабочие. Все примеры задержки, как и примеры работы микрофонов, вы можете наблюдать в моих обзорах на каждую из представленных в топе моделей. В PUBG играть в эти наушники комфортно, запас громкости отличный, звучание довольно посредственное, басы средние в норме, верхов не хватает, объема по мне мало. Для первых ТВС-ушек цена просто отличная. Купить и посмотреть отзывы на представленные в топе наушники вы можете также по ссылкам в описании к видео, как и посмотреть обзоры на них в плейлисте по ссылке в правом верхнем углу, вы ее сейчас видите. 9 место. Беспроводные наушники Edifier X3. Минимальные габариты, нелюбимый мною бренд, но довольно качественный и дешевый продукт с сумасшедшим количеством продаж. Логично из-за доступной цены и внешнего вида под Under Armour. Пакинг интересный, но подложка печальна. Пластик не самый дешевый, хотя и недорогой. Крышка бокса без люфта. В кармане бокс носить удобно, он очень маленький. Бокса хватает на 3 перезарядки наушников. Зарядка только по кабелю microUSB. Заряд бокса не узнать. Вес одного наушника 4 грамма. Функции стандартные, а вот изменения громкости в функциях нет. Управление сенсорами. По одному наушники работают на 100% громкости, автономность 5 часов 20 минут, что очень сильно. Маленькие и удобные ушки. Диоды очень маленькие, при проигрывании музыки, к сожалению, мигают, но они практически незаметны. В YouTube задержки нет. В PUBG есть, играть только с задержкой и не очень приятно, как вы понимаете. Конечно, как и во всем в топе, есть поддержка кодека aptX. Микрофоны работают не ужасно, но по мне плохо. Звучание суперское. Запас громкости космос. На максималках наушники не шумят, детализации, как и объема, достаточно. Пассивная шумоизоляция присутствует. Прямо советую их. Хороши они для лоукоста. 8 место. Anker Liberty Air 2 Pro. Это суперские ушки. Беспроводная зарядка бокса, быстрая зарядка для наушников, интересной формы бокс. 7 место из-за цены и от того, что в этих суперских ушах есть белый шум. Комплект у наушников очуменный, море амбушюр, все отличного качества, но, к сожалению, нет пенных, как в тех же Соньках. Дополнительные фиксаторы в ушах довольно странное решение по мне, но без них никак эти наушники не надеть. Зарядка бокса как по кабелю Type-C, так и беспроводная. Бокс большой. Есть 3 диода индикации заряда бокса. В каждое ухо по одному большому диоду индикации заряда вмонтировано. Во время проигрывания музыки они не мигают. Весит каждое ухо по 8 граммов. В кармане носить бокс непросто, массивный он. В ушах носить наушники комфортно, они удобнее Sony тысячных. Излучатели гибридные. Автономность ушек
6 часов на 100% громкости. На 60%, которых вам хватит с головой, играют 8 часов легко. Управление здесь удобное. Есть программа, переназначать нажатие можно, функции стандартные, увеличение и уменьшение громкости также на борту. Задержки в YouTube нет, а вот в PUBG есть, что я считаю огромным фейлом для ушей этой ценовой категории. В программе море пресетов для эквалайзера, вы однозначно сможете найти свой звук, если сами не хотите настроить под себя эквалайзер лично. Здесь это тоже возможно. Прошивка обновляется, ушки можно сбросить к заводским, активного шумодава или функции прозрачности в них нет. Защита от влаги ушек IPX4. По одному наушники работают, но раздражает долгое переключение между левым и правым наушником. Микрофоны терпимые, звучание шикарное. 7 место. Белые наушники форм-фактора затычки с ножкой от бренда Xiaomi Halo модель T19. В них есть переназначение тапов. Программа на любой смарт рабочая. Bluetooth 5 версии, кодек, конечно же, aptX на борту. Подключение по принципу TVS+, каждый наушник подключается к телефону отдельно. Также, кстати, подключаются большинство наушников в данном топе. Сенсоры приближения на борту. Швы заметны, упаковка внешне красота. Амбушюры нужно менять. Бокс довольно крупный, швы крупные. Качество пластика терпимое. При легкой тряске наушники из бокса не вылетают. На боксе есть сенсорная кнопка для сброса наушников. Заряжается бокс 2,5 часа. На боксе один диод индикации заряда. Бокса на 4 полные перезарядки хватает. Подключение при открытии крышки. По одному ушки работают. В каждом ухе по диоду индикации. Bluetooth версии .5.0. Микрофризы бывают, но редко. И в зависимости от того, какой вы телефон с ними используете. Автономность 5 часов. Сенсоры приближения отрабатывают. Вес наушника 4,2 грамма. Функции все, включая управление громкостью. Пресетов у программы также море. Программа есть на iOS и на Android. Уши глянцевые, сборка средняя. Для постановки на паузу есть лайфхак. Поворот наушника прямо в ухе. Вызов голосового помощника через 3 этапа. Управление тапами. Задержки в играх и YouTube нет. Микрофоны бывают у наушников с ножкой лучше, но и эти неплохие. Цена очень адекватная. Звучание слегка посредственное, не впечатлило. Очень сильно оно зависит от вашего девайса. Басов море с айфоном и пикселем 4 играли очень хорошо. 6 место. Sabat E12 Ultra. Для многих культовый бренд с нестандартной формой наушниками. Длинный узкий звуковод. Хорошие уши. Суперская упаковка, инструкция, произведение искусства. 8 пар отличных сменных амбушюр и позорный мешочек для переноски. Бокс глянцевый. Расцветок у бокса и ушей очень много. Бокс заряжается за час по проводу и за 2 часа беспроводной зарядки. На боксе есть диоды индикации оставшегося заряда. Хватает его почти на 4 полные перезарядки наушников. При тряске бокса наушники не вылетают. Одной рукой бокс открывается. Люфт у крышки минимальный. Вес одного наушника 4,3 грамма. Драйвер внутри на 10 мм. По одному наушники работают. Заряжаются уши за час. Функции стандартные. Bluetooth 5 версии, кодек aptX, кнопки управления механические. Громкость менять можно. Диоды в каждом наушнике. Задержка в PUBG и YouTube минимальна. Микрофризов на улице по мне наушники ловят довольно много. Защита от воды класса IPX5. Шумоизоляция сама по себе не фонтан, пока не подберете достойные амбушюры. Автономность 6 часов на 90% громкости. Средние и высокие частоты отрабатывают на отлично. Мне звуковод не подошел. Во всяком случае, мне пришлось к нему долго привыкать. Микрофон неплохой. Низы слегка гулкие. Хотя через 8 месяцев после обзора, совершенно недавно, послушав эти наушники, я слегка поменял о них свое мнение. Звучание у ушей отлично, и поэтому они в топе. 5 место. Xiaomi Halo GT1XR. Маленькие и довольно простые затычки. Полностью в черном, очень похожи на Xiaomi AirDots. 5 часов автономности, приличные микрофоны, упаковка мне у них очень нравится, черный картон, это хорошо. Зарядка microUSB, амбушюры терпимые, но лучше поменять. Из бокса наушники вылетают, притом далеко. Форма кейса в кармане не поносишь. Печальный микрофон USB у бокса. Бокс 6 раз перезаряжает наушники. В каждом ухе по диоду при работе не мигают. Вес 3,9 грамма. 5 часов 20 минут на 70% громкости наушники отрабатывают. Bluetooth версии 5.0 через одну стену ловит. По одному наушники работают. Функции все стандартные. Управление сенсорами. Биодиафрагмы из шерсти на 7,2 мм. Да, я такого тоже нигде не встречал. Официальной защиты от влаги нет, хотя мои тесты по утоплению они пережили. Микрофоны не супер, очень много по мне обрезают они шума. Задержка минимальная, играть можно. Звучание и громкость приличная. Детализация отличная. Бас не акцентирован, высокие на средние не заползают. Советую. 4 место. Tronsmart Apollo Bolt. Автономность 10 часов. И, наверное, в первую очередь именно поэтому эти наушники в
данном топе. Сенсоры приближения, активный шумодав, функция прозрачности, все на борту. Немного цыганский, но в то же время уникальный внешний вид. Громкостью с ушей можно управлять. Упаковка хорошая, хоть и стандартная. Амбушюра не фонтан, но со спинфитами в бокс уши помещаются. Недавно появилась программа для управления данных ушек, в начале продаж ее не было. Инструкция на русском языке. Пластик мне не понравился, хотя он и не самый дешевый. Бокс большой, заряжается 2,5 раза, способен перезарядить наушники 2 раза полностью. Зарядка только по Type-C, уши огромные. Шумодав и функция прозрачности рабочие. Qualcomm-овский чип один из последних. Защита у наушников IP54, для дождя пойдет. Диоды в ушах есть, но при работе не мигают. Автономность 7,5 часов, заряжаются уши в боксе за 1 час, задержка не ощущается ни в играх, ни в YouTube. Микрофоны нормальные, Bluetooth, конечно же, версии 5.0, конечно, есть кодек aptX, огромный фейл, что на высокой громкости в этих ушах каша. Третье место, беспроигрышные Anker Soundcore Live PF2. Топовые микрофоны, 7 часов автономности, функция быстрой зарядки для наушников. Упаковка, как всегда, по красоте. Амбушюры нужно менять. Бокс перезаряжает наушники 4 полных раза. Заряд бокса не узнать. Звуковод длинный и широкий. Форм-фактор затычки. Носить наушники удобно. Управление кнопками по одному наушники работают. Сопрягаются молниеносно. Программы нет. aptX на борту. Задержка минимальная. Защита от влаги топовая. IPX7. С айфоном звучат хорошо. Громкости хватает, но без запаса под маньяков. И просто отличный звук за их стоимость. Не лучший, но отличный. Второе место. Беспроводные наушники-вкладыши Vivo TVS. Лучшие вкладыши, которые у меня были на обзоре. И здесь я немного схитрил. В стоке у этих ушей кодек aptX подключается автоматом, но если вы решите обновить их прошивку, вам придется довольствоваться только кодеком AAC. Притом, возвращаясь к своему вступлению, по нему наушники будут играть еще лучше. Защита от влаги IP54, динамический драйвер на 14,2 мм, прямо маленькая колонка. Bluetooth версии 5.0, наушники идут в двух цветах, конечно же, мне больше по душе синие. Чип Qualcomm-овский QCC5146, прям свежий. Работают без сбоев, на максимальной громкости отрабатывают 5 часов без проблем. Это лучший и самый безопасный, по моему мнению, форм-фактор у наушников. Беспроводных наушников. На такие ушки нужно смотреть обзор отдельно, если они вам зашли. Как и на первое место в топе. На первом месте Sony 1000 MX3. Это, конечно, тоже отдельная история. Программа для управления, которая для Spotify будет даже оценивать строение вашего уха. Огромный кейс. Автономность с одного заряда 8 часов. Чип NFC для более скорого соединения. Великолепный шумодав, который становится лучше после обновлений. Ambient Sound. Уши также огромных габаритов, но у них лучший сбалансированный звук из всех ТВС, которые я слушал, а их больше 300. Но по размеру подойдут не всем. Ценник космос. Если есть деньги, примерьте, послушайте. Будут впору, покупайте. Резюмирую. Топов на канале 25. В правом верхнем углу есть на них ссылка. Для вашего здоровья советую вкладыши и накладные наушники. 10 октября на Али, кстати, будет новая распродажа. Советую подписаться на мой канал со скидками и промокодами по ссылке в прикрепленном комментарии. Конечно же, он в Телеграме. Кидают туда вещи редко и только интересные. Плюс свои промокоды. Напоминаю, за лайк, подписку и комментарий вы автоматом станете в розыгрыше Mi Band в 5 серии. Помимо них, в описании около 4 конкурсов. Жду вас везде. Пишите в комментариях, что еще купить на обзор. Спасибо за просмотр. Девайс сюда или нет, Пользунет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.